Вот так это сверху все выглядит. Ну а что там внутри, сейчас узнаем. Пойдемте. И сегодня мы с вами отправимся на прогулку. Я вам покажу, как же выглядят бангкокские трущобы. То, что многие туристы называют трущобами, для местных – обычные рабочие кварталы Бангкока. Всего в нескольких минутах от небоскребов начинается другой мир. Узкие улочки, простые дома, собранные из дерева и металла, и люди, чья жизнь идет своим ритмом. Здесь живут продавцы рынков, водители, мастера и те, кто держит на себе ежедневную жизнь города. Жилье скромное, да, но и расходы минимальные, поэтому многие семьи остаются в этих районах десятилетиями. Утром тут пахнет жареной лапшой и свежими овощами, а вечером – рыбой на гриле. Дети играют прямо на улицах, а соседи знают друг друга по именам и всегда готовы помочь. И если присмотреться, заметишь, несмотря на простоту условий, здесь больше искренних улыбок, чем в центре. Меньше изоляции, больше общения. Это Бангкок, который редко показывают туристам. Но именно он самый настоящий, живой и такой теплый до каждой мелочи. Ну вот я и свернула на улочку так называемых тайских трущоб. Но у меня, если честно, язык не поворачивается назвать это трущобами, потому что тут очень мило, чисто, красиво. Смотрите, такие клеточки с птичками висят. Буду как-то снимать, чтобы вам было видно. Hello, Kitty. Вот так вот выглядит обычная местная жизнь. Городская, тихая, чистая. Тут очень-очень чисто. Вот люди делают навесики, развешивают вещи сушиться, организовывают кто-то как-то свою работу. Что-то делают, чем-то занимаются, не сидят без дела. Везде цветочки. Вот туда свернем. Везде какие-то цветочки, горшочки. Все как-то очень уютно, тепло и по-домашнему. Да, просто. Да, это не какое-то элитное жилье, но чисто, порядок. Все с теплотой, очень душевно. Выше на этажах кто-то сушит белье. Видите, у кого-то раковина на балконе. Котик, котик. Тут очень много котиков, очень много домашних животных. Вы же знаете, что во многих кондиках нельзя держать домашних животных, а вот в таком жилье, в обычном городском, можно. Сейчас люди меня увидели, улыбаются. Саватиха. Женщины сидят, что-то готовят. Я с ними поздоровалась. Им явно интересно, улыбаются все. То есть никакой агрессии тут нет. Все очень тепло и как-то открыто тебя воспринимают. И вы знаете, чувствуешь себя абсолютно безопасно. То есть нет никакого ощущения, что вот кто-то может подбежать, там вырвать телефон, например, да? То есть абсолютно безопасно. Мне, конечно, немножечко неловко от того, что я иду с камерой. Вдруг я кого-то смущаю. Но все так нормально реагируют. Вот, самый такой обычный, настоящий тайский быт. Смотрите, как аккуратно расставлены растения в горшочках. У кого-то сушится вот одежда на балконе, все аккуратненько, на плечиках, цветочки. Я так понимаю, это сетки от грызунов. От грызунов и от лягушек, потому что лягушки запрыгивают в горшочки, там прохладная земля, и они пузиками как бы вытаптывают эту землю. Вот обычные местные автоматы для воды и стиральные машинки. То есть тут можно постирать вещи за небольшие деньги. Ну, это все для местных. Посмотрите, какие красивые, цветочные такие уголочки. Прям супер-супер классно. Ребенок вышел на прогулку погулять.
Женщины там что-то приготовили, кушают, все сидят. Ну, то есть очень так колоритно, атмосферно. У кого-то игрушечки висят. Отдыхай. Yeah, свай маг. Very colorful. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Thank you, Капенка. Смотрите, какие приветливые. Тут явно у кого-то свой алтарь. Обувь снимают у входа. Ой, котик. У котика савай-савай. Местные котики, конечно, вообще отдельная история. Они тут такие няшные. Это явно какой-то райончик уже более такой подороже, наверное, поновее. Сейчас вам покажу. Смотрите, какие у них дома с такими решетками. И позади меня тоже очень атмосферный домик. Смотрите, у кого-то так выглядит просто обычное жилье. Двухэтажный домик. Блин, ну какие они приветливые. Вы видите, да? Стоит припаркованная машина, цветы в горшочках, тут же мусорный контейнер, окошки, огнетушитель, тапочки, какая-то статуя приветливая. На втором этаже сушится белье, окошки такие миниатюрные. Ну прям домик, вот правда, как из сказки. Он такой необычный. Очень интересно наблюдать за тайской жизнью, тайской культурой. Вот эта женщина тут постоянно сидит и делает какие-то заготовочки из трав, из еды. Я очень часто хожу по этой улице, и я эту женщину вижу постоянно. То есть, знаете, иногда я слышу такое мнение, что, мол, тайцы ленивые, нетрудолюбивые, что у них вечно сабай-сабай. Но я абсолютно не согласна с этим. А, наверное, это больше такой стереотип туристический, скажем так. У туристов, кто приезжает на Пхукет, в Паттайю, там и тайцы местные, они, да, они другие, они отличаются. А тут, ну, как бы обычная такая трудовая жизнь. То есть вот такие улочки, да, с обычной, ну, обычные тайские улочки, они называются сойки. То есть это не какие-то центральные, они, как правило, шириной на одну машину, и тут кипит обычная стандартная городская жизнь, то есть обычные люди. Кто-то вот готовит еду, кто-то продает какие-то вкусняшки, вот парикмахерская, тут же люди кушают, сидят, и все это выглядит очень так, ну, приветливо, тепло и атмосферно. При этом, если ты захочешь что-то купить, что-то, ну, спросишь у них, да, даже если ты не знаешь там тайский язык, ты все поймешь. То есть вот тоже бытует такое мнение, что в Таиланде английский знать не обязательно. Тут и так всем все понятно. Как-то жестами, как-то словами, как-то люди друг с другом объясняются. Вот, смотрите. Ну разве можно сказать, что это какие-то трущобы? Магазинчик Seven. Тоже идет какая-то торговля. Обязательно и в частных домах, и в каких-то кондоминиумах люди организовывают вот такие храмики, ставят подношения. И вот кто, может быть, знает, кто нет, вот эта розовая фанта, очень многие русские ее любят, но эта розовая фанта, она как раз для таких подношений, для вот этих храмиков маленьких. Это вот я уже понимаю какие-то дома более элитные, да, тут уже такие паркинги крытые. Но тоже милота и няшность абсолютно во всем. То есть эта сойка была такая небольшая, не длинная. Но в целом это центр Бангкока, это я не на какой-то окраине. Возможно, есть улицы менее презентабельные, но вот это такая. Смотрите, у них какие балкончики. Здесь у людей не принято на балконах пить там чай, кофе. Они не используют балконы по назначению. Какие-то лавочки с местной едой. Тут же женщины, которые тоже развозят, видимо, какие-то заказики.
Смотрите, как они классно все украшают. Так вот просто, но очень мило, согласитесь. Вот тоже стандартные такие тайские, я не знаю, как это, квартиры или как это правильно назвать. То есть это уже надстроечки такие самодельные, явно вот на верхних этажах. Самодельные надстроечки. И знаете, как они организовывают? Зачастую у них бизнес на первом этаже, а сама семья живет этажами выше. То есть все в рамках одного домика. Вот эти узкие дома, явно вот 1, 2, 3, 4 входа. И вот, получается, внизу идет какая-то бизнес-рутина, торговля, а сверху они сами живут. И чем, конечно, Таиланд колоритным считается, это то, что внизу вот обычные дома, обычная такая жизнь, и тут раз, и уже начинаются какие-то высотки, небоскребы такие современные, красивые. Впечатляет. Очень много можно встретить домов таких самоделкиных. Если присмотреться, первый этаж как бы нормальный, а второй этаж явно такие самоделкинские надстроечки. И вот они немножечко такие нелепые, неказистые, но очень как-то уютно выглядят, прям как с открытки. И обратите внимание, у всех есть кондиционеры. Бытует мнение, что в трущобах живут бедные люди, но даже вот здесь я заглядываю в трущобы, и там у всех видны кондиционеры. То есть люди все равно живут в комфорте. И да, очень многие занимаются бизнесом на первом этаже, а наверху люди сами проживают. Это прям абсолютно нормальная практика. Тут вот тоже какой-то бизнес идет. Что-то шьет женщина. Улыбается. Не будем ее беспокоить. То есть вот первый этаж, везде он занят под какой-то бизнес. Никто не сидит, не скучает, не страдает от безделья. Все заняты каким-то делом. Наверняка это больших денег не приносит. Но вот местная кафешечка. Что-то готовят. Савадика! Напиточки. Тут уже начинается движуха, потому что мы уже подходим ближе к центральной улице. Тут же раз, да, вот в этих улочках. Вот такая красивая кафешечка. Тут сейчас рядом еще будет школа. Хотя сегодня суббота, наверное, никто не учится, и там выходной. Кстати, местные люди, они очень стараются защищаться от солнца. И если туристы, они в основном ходят раздетые, в маечках, как я сегодня, то местные, они наоборот стараются как-то закрываться, потому что тут считается, что светлая кожа, она более у людей, более обеспеченных. То есть, если у тебя кожа светлая, то ты более такой из элитной семьи, более обеспеченный человек. А пошло это от того, что люди трудятся на солнце, на улице, тут постоянная жара. И как бы если у тебя светлая кожа, значит, ты можешь себе позволить меньше работать. То есть ты такой белоручка, как у нас говорят. Вот. И люди тут одеваются, поэтому прям по полной программе. Вот местный работник тоже, видите, да, как одет. То есть рукава, штаны. Полностью закрыто все. Идем практически по дороге. Тут и мопеды, и машины.
И с тележкой кокосы продают. В общем, такая движуха, но как-то все находят себе место. Никто не сигналит. Заметили, вот сколько я иду, ни одна машина, ни один мопед не посигналил. Все-таки вот это тайское терпение и уважение, оно тут очень сильно развито. Мне это прям очень нравится. В России ты постоянно слышишь, как кто-то кому-то сигналит. Вот настолько там такое нервное перенапряжение, люди не выдерживают. Даже вот просто что-то притормозил или вовремя не тронулся, начинают тебе сигналить. Тут нет такого. Ты можешь вообще пропустить свой светофор, простоять, да, за тобой будет толпа машин стоять, и тебе никто не посигналит. Ну, прям вот крайне-крайне редко. В 90% случаев никто тебе даже ничего не скажет. Будут стоять с тобой до следующего светофора. Thank you. Это вот мы проходим уже территория школы. Она закрыта. Школа тут вообще, конечно, классная. И, как я поняла, слева, вероятно, это школа для девочек, мне так показалось. А справа, как будто это школа для мальчиков. Я имела, кстати, честь быть в местном тайском жилье. Ну, меня приглашали вовнутрь, мы вместе кушали. И знаете, что меня очень удивило? Что снаружи эти здания, ну вот местное тайское жилье выглядит, ну вот как я вам показываю, да? То есть, ну, так достаточно прям скромно, непримечательно, где-то какая-то плесень на стенах, потому что влажность тут достаточно сильная. Но внутри это очень неожиданно. То есть ты не ожидаешь внутри увидеть, например, деревянный полностью лаковый пол. Плюс у них вот лестницы на второй, на третий этаж. Они тоже могут быть металлические, с деревянными поручнями в лаке. То есть очень красиво. И мебель у многих такая, как бы, ну, не наша современная, да, Икеа, а старинная, видимо, которая как-то передается вот от предыдущих поколений. И выглядит это очень колоритно и совсем не так бедно, как кажется снаружи. Очень уютно. И плюс вот такое, ну, жилье, да, из-за того, что они делают навесики, оно создает тенечек, и внутри в таком жилье прохладно. Ну, то есть, конечно, кто-то пользуется кондиционерами, но как-то вот они открывают вот так вот окна, и все так продувается. А меня удивило, конечно, это. Еще классно по таким сойкам пройтись вечером, потому что вечером, ну, видимо, люди готовятся отдыхать, моют посуду, сами моются. И вот эту вот воду мыльную с пенкой выливают на улице. Ну и, вероятно, улицы тоже как-то они там швабрами проходятся, моют. Но не суть. Фишка в том, что вечером, когда ты заходишь на вот эту сойку, это выглядит очень уютно. Если я сегодня пойду обратно, когда уже будет темно, я вам постараюсь показать. Но это непередаваемое ощущение, потому что ты идешь, а вся улица пахнет вот шампунем, вкусным шампунем. То есть вы представляете такое, что вы идете по улице, вот вымыты шампунем. Это классно. Вот мы уже почти дошли до центральной улицы. Такая небольшая прогулочка получилась. Все вам показала, как тут у них все устроено. Так что вот такой вот он Бангкок, настоящий, не туристический. И вы знаете, прогулка по таким местам, она дает понимание именно вот настоящей тайской культуры.
Опять какие-то вкусняшки. И если вы будете в Бангкоке, то при случае обязательно прогуляйтесь лучше вечером вот по таким по уютным сойкам. Я думаю, вам будет очень приятно. Ну, по крайней мере, мне очень приятно. Вы знаете, я очень люблю передвигаться пешком, я люблю гулять. А супруг у меня больше любит прогулки на машине. То есть куда-то доехать, где-то там в парке погулять, обратно сесть на машину, вернуться домой. И вот у меня супруг тоже говорит периодически: где-то ты там лазишь, где-то ты там шаришься. И вот, то есть в его понимании, ну, как у большинства людей, да, что вот прогулки по городу, они могут быть такими, типа, где-то там шаришься. Вот, но местные бангкокские улочки, они, конечно, очень интересные. Интересные, и ты, когда на них заходишь, всегда там находишь что-то новое. Новое и неожиданное. Вот, а получать какие-то новые впечатления, конечно, ну, это то, ради чего мы живем. Вот, поэтому это не стоит каких-то денег, это абсолютно бесплатно. Но очень тепло и теплые эмоции обязательно вы получите. Вот, ну а с вами была я, Алиса. Показываю вам мой Бангкок, который мне нравится, который я горячо люблю. И мне бы тоже хотелось, чтобы вы влюблялись в него и приезжали сюда, увидели все своими глазами. Все, всем большое спасибо за просмотр. Буду рада любой поддержке. Всех целую, всем пока. Ну и как вы думаете, сняла я вам вечерние улочки Бангкока? Конечно же нет. Я утопалась так, прошла, наверное, 1020 шагов, что у меня разрядился телефон, у меня разрядился пауэрбанк, я натерла себе палец на ноге, в общем, угулялась вдоволь. Вот. Ну и, кстати, волосы не так сильно растрепались, как я могла ожидать. Так что все, всем пока.